Всем привет! Многие спрашивают, куда ты пропал после первого рейса, почему перестал снимать про дальнобой. Ребят, скажу, было очень много снято про дальнобой, было более 4 терабайт снято, но это видео уже будет заключительное. Это был первый рейс, это будет последний рейс и последняя моя капля, почему я поменял работу. Я менял работу, я поменял разный формат грузов, пробовал перевозить и так далее. Второе видео я вам расскажу уже про новую свою работу, потом я расскажу, что у нас случилось с документами, почему многие не работают на траке и так далее. Видео будет вжатым, думаю, будет очень интересным, поэтому усаживайтесь поудобнее и let's go в сюжет. Ребят, я попал. Спойлеры! Дали мне вот такую бумажечку. Ура меня, здесь сос. Просто заяц. Пойдем гулять. Лодочки красивые здесь. Я с 4 утра уснул, не могу. Видите, какой снег идет. Что вернулся и сказал, там полная жопа скользко. Сейчас кидаю тарп и выдвигаюсь. Короче, я вот поехал, а я погнал. Последний мой рейс начался с того, что я в Спокене поехал на загрузку. Утром я приехал, загрузился, проехал примерно до Ливингстона, там 360 миль. Больше проехать я не успел, рабочий день мой закончился. Мне нужно было еще проехать 2070 миль, поэтому я лег спать, а утром выдвинулся дальше. Дорогу в этом штате я очень люблю, потому что дорога широкая, удобная, нету большого трафика, но я не люблю, когда идут ремонтные дороги. Когда идут ремонтные дороги, дорога очень узкая, нужно ехать аккуратно, нужно ехать по спидлимиту, а это означает ниже спидлимита того, который был раньше, это увеличивает мое время пребывания в дороге. Но всегда сбрасываю, всегда еду по спидлимиту, который написан, это безопасность моя и людей, которые там работают. Дорога была классная, не предвещала никакой беды, 2 дня я проехал без происшествий, но на 3-й день меня догоняет полицейский, показывает, чтобы я следовал за ним, сводит меня на съезд, и я подумал, да уж, началось. How are you? I'm fine, maybe. I don't know. Highway Patrol. Hey, reason for the stop, we're going to do a level 2 inspection. Сейчас он смотрит, показывает, чтобы я включил clearance lights, ближний свет, дальний свет, поворот левый, поворот правый, габариты. Будет сейчас проверять все, как закреплен груз, правильно ли я его закрепил. Ребят, я попал, вот полиция стоит. Инспекция, меня проверяют, ребят. Сейчас, короче, что-то мне рассказывают, показывают. Я переживаю первый раз такое, что инспекция прям в дороге у меня. Он там лазит, все проверяет. Фу, дай бог, я утром при Trip Inspection проходил, вроде все хорошо. Как-то так. Что-то мне выписывает там. И что-то хорошее, неплохое. Я могу сказать, дали мне вот такую бумажечку со словами No violations. Это означает нету штрафа. Я с ним даже фотку сделал, поэтому я говорю, давайте фотку сделаем. Он говорит, нет, мне нельзя. Я говорю, как нельзя? Ну давайте сделаем. Он говорит, я буду в сторону смотреть, а ты меня фотографируй. Я говорю, окей. Бахнули фотку, все, он меня отпустил, все круто, у меня все, слава богу, он все проверил. Ну, манал, конечно, конкретно. Все, тормоза проверял, утечку воздуха, все проверял. Я на вот этом месте еле развернулся, потому что тут тупик, нужно выезжать назад. Все, двигаемся в путь дальше. Приехал, пойду проверю по Trip Inspection, это после дороги ты при трип проходишь, проверяешь все. Если все чики-пуки, ложусь спадки, кушать не хочу, устал, на стрессе и буду спать буду ложиться. А это уже походу кто-то долго стоял. Сейчас пройду, проверю каждое колесико, проверю давление. Вот это, конечно, у меня порвалось, это маленькая беда, но надеюсь, мне за это по жопе не дадут. Тоже косячок у нас есть. Тут оно не дотронулось, видите, есть зазор, а вот там оно дотронулось.
Вот там оно подцеловалось. И если оно там повредилось, то могут с меня почаржить. Но так пока вроде бы все хорошо. Все, вам эту скукоту я не буду показывать. Утром я проснулся, сделал pre-trip inspection, проверил груз, проверил колеса, проверил уровни жидкости и так далее. Выдвинулся до места разгрузки. До места разгрузки добрался без происшествий. Но когда я приехал к ним, я сразу предупредил, что груз у меня немного сместился, достал до другого, поэтому попросил, позвали, чтобы старшего, чтобы он проверил груз. Они же в свою очередь предупредили меня, что у них слишком узкий поворот, въезд, и что скорее всего я не смогу заехать. У них есть форклифт, который может переставить мой трейлер, и тогда мы сможем заехать. Но за несколько маневров я смог загнать трейлер и поставить его на разгрузку. Мы открыли груз, старший проверил конвейерную ленту, сказал, чтобы я не переживал, с ней все хорошо, поэтому я сделал пару контрольных фотографий, и мы начали разгружать груз. Мы быстро разгрузили конвейерную ленту, выезжать, кстати, тоже было неудобно, они уже подготовили погрузчик, чтобы мне помочь, но все-таки я смог сам выехать. При выезде я встретил человека, который тоже ехал со Спокена, оказывается, он грузился передо мной. Да видите, он дядька сейчас уезжает, он тоже привез, и оказывается, он со мной грузился, он передо мной загрузился, а потом меня грузились, и он сейчас будет тоже разгружаться. Мы с ним пообщались немного и разъехались. Через некоторое время меня обгоняет семай-трак, у которого на стоп-деке стоит контейнер не закрепленный. Я объехал слева, объехал справа, смотрю, я не вижу ни цепей, ни ремней, ничего не вижу. Думаю, неужели человек просто так поставил этот груз? А потом вспомнил, что есть специальные защелки, которые защелкиваются между контейнерами, они держат контейнеры. Также это можно ставить на степ-дек, и также, когда вы ставите контейнер, вы можете защелкнуть, чтобы оно держало сам контейнер. Думаю, был именно так закреплен, но может он просто поставил, чтобы доехать, может быть он бы и доехал там полмили, но так делать нельзя. Всегда запомните, когда вы крепите груз, груз крепится не для того, чтобы вы доехали, чтобы он не упал, а крепите его с таким условием, что будет экстремальное торможение, экстремальная ситуация или еще что-то, чтобы груз устоял при экстремальной ситуации. Вот как-то так. Следующим грузом у меня были силовые трансформаторы, они, кстати, прикручены болтами к поддонам, некоторые болты были попущены, и меня сразу предупредили, что я должен затягивать сами поддоны, а они прикручены, именно трансформаторы прикручены к поддону. Но я решил, что это неправильно, и сказал, что я хочу кинуть хотя бы одну страпу сверху, чтобы их держать. Они сказали, так нельзя, потому что они новые, ты можешь повредить краску. Я сказал, тогда я буду звонить диспетчеру, отменять груз, либо дайте мне старшего, я покажу, как я хочу закрепить. Ну, в итоге мы договорились, я закрепил нормально груз, сделал пару фотографий для отчетности, всегда делаю фотографии в начале загрузки и в конце, когда привожу, и перед разгрузкой тоже делаю фотографии. Сделал фотографии и уехал. Дорога была отличная, вечер прошел отлично, но ночью погода резко испортилась. Начался такой сильный дождь, что знаки ограничения скорости было почти не видно. Там, где ограничение было 45, я ехал 30-20. Ехать быстро просто невозможно, я не успевал ничего разглядеть. Там, где было 65, я ехал 40-45. И даже камера, на которой я сзади смотрел на свой груз, когда был дождь, я груз практически просто не видел. Позже я заехал на свой любимый Лавс, там был настоящий хаос. Из-за сильного ветра по стоянке просто летал мусор, мусорные баки перевернуты, все парковки и места были заняты. Видимо, многие водители решили просто переждать непогоду и не продолжать движение, поэтому мне пришлось искать, ехать какое-то другое место для ночевки. Рядом с Лавс с трудом я нашел место, далеко уезжать я уже не мог, потому что по логбуку у меня просто закончилось время. Возле какой-то компании стоял трак, который тащил на жесткой сцепке разбитый трак. Я припарковался рядом с ним и лег спать. Утром нас разбудили, потому что компания уже открывалась, и нам пришлось переехать. Не включая лукбук, очень медленно переехал на Лавс, там уже благо были свободные места, немного постоял там и поехал дальше. Дорога прошла спокойно, долгое время был сильный туман, но потом туман рассеялся и без происшествий я доехал до разгрузки. К сожалению, пришлось долго ждать сотрудницу, но в итоге она пришла и разгрузила меня. После этого выехал дальше. Пока я был в дороге, мне уже нашли следующий груз, я снова заехал на Лавс, отдохнул, поел и поехал на загрузку. Там быстро закрепил груз и продолжил путь. Дальше ничего необычного не происходило. Остановился поспать, поесть и ехал дальше. Когда я установил груз, я примерно проезжаю по книжке, если я не ошибаюсь, 50 миль, но я проезжаю 70 миль, 100 миль, и потом останавливаюсь и проверяю. Я проехал 100 миль, решил остановиться, нужно проверить груз. Я всегда, когда выхожу, кстати, опускаю стекло, чтобы потом не идти за ключом, который прячется под капотом запасной, если трак закрылся. Нужно проверить цепи, если цепями, нужно проверить страпы, если страпами. Также нужно всегда проверить
проверять, бывает что-то люки какие-то открываются, что-то где-то висит. Это нужно все закрепить, чтобы оно не открылось, не выпало, не улетело на сзади идущего транспорт. И также бывает грузят груз, и у тебя на нем висит какая-то грязь, это тоже нужно брать и убирать. Вот это я очень не люблю, когда грязное, потом мне надо это все щеткой скидывать, потому что если там есть камни, я буду ехать, все слетит, сзади идущая машина, все в нее полетит. Да, кстати, еще я про... Так и быть, признаю, вышло все совсем не по плану. Ой, сорян. Извините, но не дает даже снять видео, уже подряд пришло третье предупреждение, у нас что-то происходит, и походу это в моем районе. Что именно происходит, не знаю. Похоже на то, что у нас пожар. Ой-ой-ой, это ж прям возле меня, походу. Как-то так, видосик вам снимал, а тут вот такое творится. И оно все разгорается, видите, вот по ветру видно, что ветер. И это плохо, когда ветер, оно все треплет, оно очень быстро разгоняет. Самолеты-то прилетают, но смотрите на размер самолета, вон самолет летит, который скидывал. И посмотрите на этот пожар, ну что они уже там сделают, ничего. Все, полетело, сейчас будет видео на паузе, нужно лететь проверять, чтобы пожар не дошел до меня. Потому что если он близко, это будет проблема. Ягуарчик, кстати, чиню. Я сразу же все бросил, сел в автомобиль, поехал посмотреть, как далеко этот пожар. Когда я подъехал, я был удивлен масштабами этого пожара. Пожар находился от меня, благо, еще далеко, но когда я увидел размеры, я просто был в шоке. Этот пожар происходит в Спокене за все время первый раз. Такой огромный пожар, и он до сих пор не остановлен. Причина возгорания на данный момент известна. Официальная информация: поджог. Человека же этого задержали. Уже больше 800 домов сгорели, 14 человек пропали без вести. У нас все это продолжается, я про это снял сюжет, кому интересно, заходите, посмотрите. Да, кстати, проезжал Талсу, кто смотрел сериал «Король Талсы», тот знает, кто не смотрел, рекомендую, посмотрите, вот такой сериал. Ну и также я снимал видео про Garmin, хотел рассказать про его нюансы, но так и не буду рассказывать, вкратце объясню. Что чудит этот навигатор? Показывал, поверните налево, вот здесь. Куда я здесь налево повернул? Вот съезд. И все, вот смотрите, что творит. Показывает, поверните налево. Видите, я еду нигде. Вот сейчас я появился на дороге. Он не знает, что делать, не мог меня довести. А этот давно показывает, здесь ровная дорога. Самое главное, Garmin обновляется долго. И бывает, что вы едете на какой-то съезд, а Garmin говорит: я дальше не знаю дорогу, мне нужно обновиться. И вы уже теряетесь, не знаете, куда ехать. Второе у Garmin это, например, спидлимиты. Они тоже очень долго обновляются. Бывает, еду, смотрю физически спидлимит один, а Garmin показывает другой. Правила надо нарушать! А вот и наоборот совсем! Их соблюдать надобно! Это не говорим мы за электронные. Есть также электронные спидлимиты, то есть табло электронное. Оно меняется в соответствии трафика, дорожных условий или дорожного происшествия. Если впереди происшествие есть, трафик, он становится медленнее, они спускаются, бывает, даже до 40, поэтому за этим очень следите внимательно. Также, кстати, очень следите внимательно за въездом в туннель. Все спидлимиты, которые вы видите, это не чтобы вы вошли в поворот или еще что-то, это для того, что, например, идет поворот, у меня знакомый говорит: да я захожу на этой скорости в поворот, я не знаю, я там плюс 20 иду от спидлимита. Нет, это сделано не для того, чтобы вы вошли в поворот, а для того, чтобы вы смогли сориентироваться в экстренной ситуации, если человек поломался, стоит на дороге, либо дорожное происшествие, и они стоят на дороге, чтобы вы смогли их объехать, либо остановиться. И, кстати, я проезжал там туннель, я сейчас вам его покажу, как он выглядел до этого, и потом покажу, как он выглядел после этого. Это произошло из-за того, что на выезде из туннеля ехал пикап, пикапа развернуло, и за ним шли автомобиль, трафик. И трафик не смог остановиться, и началась цепочная авария, то есть цепочка за цепочкой из-за дистанции, из-за скорости.
и так далее. И там, если я не ошибаюсь, в этом туннеле 3 человека погибло, и 14 или сколько-то получило там какие-то травмы. Вот такого образа нельзя, чтобы происходило. Такого всегда нужно следить за спидлимитом, особенно в туннелях. Этот туннель короткий был, но все равно видите, какая ситуация получилась, что вот так вот. Потом мы в объезд объезжали этот туннель, со временем ездил я, и туннель был перекрыт, та сторона была перекрыта. Ну что ж, ребята, мы добрались к основной части видео. Это и была моя последняя капля именно здесь, на этой Рестерии. Есть одна вещь, которую я хочу сказать, которую я раньше не сказал, но которую надо было сказать. Кстати, я никогда вас не просил, ребятки, поддержите мой канал. Именно от этого будет зависеть в дальнейшем судьба моего канала. Каналу 10 лет, но мне пришло уведомление, что через 30 дней мне отключат монетизацию из-за того, что я не вылаживаю видео, нету активности на канале. Я переехал в чужую страну, мне сейчас тяжело, у нас проблемы с документами, мы сейчас работаем где можем, чтобы просто выжить, заплатить за покушать, за квартиру и так далее. Поэтому, ребята, если не сложно, напишите комментарий, поставьте лайк, поддержите канал, я буду вам очень сильно благодарен. Рестерия, я думаю, что это как рестарт Area для рестарта. Я что-то так думаю. Прикольно выглядит каньончик. Вон туда можно еще пойти наверх, там подснять. Но вы знаете, что-то я туда не пойду, не обессудьте, ребята, потому что я подустал. Иду, если честно, ножки аж шатаются, 8 часов без паузы дают о себе знак. Заяц. Просто заяц садит. Кайфово. А, у них тут норы вон там есть. А я думаю, откуда он выпрыгнул, как его не заметил. Никто не боится, даже птички. Пойдем гулять, пошли покажем тут достопримечательности. Ты идешь со мной? А, она же не понимает. Do you speak English? Sorry, I speak English a little, not very well. Как же классно, тишина здесь. Кайф, ребята. Как это массивно выглядит. Чтобы вы понимали размеры, вон машинки едут. Кто внутри разглядеть мы не сможем, но, короче говоря, горы не маленькие. Очень красивые. Было бы круто там еще индейца наверху какого-то увидеть. Но походу мы его не увидим. Ладно, двигаемся в путь. Короче, вот здесь водичка, не хотел руки мочить. А вот здесь сразу обдувать, что с двух сторон. Сюда руку ставите, сюда удобно. Сейчас я поговорю с ними немножко. А он военная техника какая сзади. Братец, я и тебя снимаю, и военную технику. Смотри, какая красота сзади. Здорово, Привет. Как называется фирма? Sen Experts. Да? Окей, бай-бай. Короче, он поехал, а я погнал. Я охренел. Я говорю, ну что там, как на Амазоне, хорошо зарабатывают? Вот это красавчик. Я говорю, да не, брат, говорит, не очень сильно зарабатывается. А ты, говорит, как на степдеке зарабатываешь? Да, говорю, 22 дня отмаслал, назвал его сумму, я вам сейчас не говорю, потому что я в конце вам ее скажу. Он говорит, да не, брат, ты что, тогда я очень хорошо, говорит, зарабатываю. Все, короче, перекусим сейчас кого-то, чего-то и едем. Лодочки красивые здесь, красота. Gonna go to Washington, but I never have gone before. Дорожка немного блестит. Все мои траки уже едут помедленнее. Ну вот, с этим парнем я встретился, он сел и уехал. И знаете, что он мне сказал?
что у них очень плохой заработок, потому что гроз у них вышел 15 тысяч долларов. А у меня вышел меньший гроз с тем же самым временем. За эту денежку, дружочек, не купишь слаще пирожочек. О, в рифму прям. И я так подумал, у них 15 тысяч гроз с тем условием, что они просто приехали. Они на Амазоне зацепили трейлер, приехали на другом Амазоне, скинули, выехали бобтейлом, то есть без трейлера, либо зацепили другой трейлер. Он говорит, бывает, везем вообще empty, пустые трейлера. То есть вы понимаете степень разницы работы. У меня тарпы, у меня страпы, у меня стресс, у меня перевес, у меня развесовка и так далее. Много разных нюансов. На самом деле, от трак-драйвером, когда вы работаете, физически не так много работы. Больше всего у меня было стрессов. Потому что если ты груз перетянул, ты повредил груз. Если ты груз не дотянул, ты можешь потерять груз, груз может сместиться во время там экстренного торможения, что-то произойти. Ты в таком балансе постоянно работаешь. Также я возил стекла, я не помню, снимала я вам или нет. Высочезные стекла, мне просто тарп грузили краном, потому что туда не залез их погрузить, понимаете? И ты едешь, они высокие, ветер, вот это все шатает, ты постоянно на стрессе. Поэтому я хотел понимать, что за стресс, из-за того, что я в дороге, я рискую тоже своим здоровьем, можно уснуть, можно вылететь. Ты бывает работаешь так на износ, что я приходил, я ложился на кровать и просто засыпал, думал, блин, я же хотел пойти душ принять, покушать, а потом лечь спать. И тоже кушать перед сном это нехорошо, ты покушал и все идет тебе в бока, поэтому трак-драйверы очень быстро беременеют, они растут на глазах. Ну, я имею в виду, они наедают, пузякают, бока вот такие. А у них просто вы приехали, зацепили, уехали, и зарплата больше, и в час мы посчитали, выходит больше. И, конечно, это была моя последняя капля. Я начал задумываться в сторону Амазона. Я решил сменить работу. Счастливо, в попе слива! Я не могу сказать за эту компанию, что она плохая, там еще что-то. Нет. Я был новичок, я был стажер, можно сказать. Я учился всему. Стажер! Закройся! Компания хорошая, компания развивается, трак у меня был хороший, люди там работают хорошие, я даже рекомендую эту компанию. Но просто я сопоставил к своему, есть разные люди, по-разному считают и так далее. Я решил, что если я имею риск, то я отучился, я хочу зарабатывать немножко больше, и поэтому я решил сменить компанию. Но компания хорошая, плохого не могу не сказать ничего за компанию. Но больше всего в этой работе я любил залететь на лавс, сделать рестарт, покушать, хорошенько отдохнуть, покупаться, неплохо потренироваться, мячик понабивать. Но чаще всего у меня получается его только повредить, не знаю почему, не могу найти нормально. 57 минут вроде бы тренировка моя прошла, видите? Полностью он потресканный, развалился, тупо одна тренировка. Жесть, какое дерьмо начали делать, раньше намного дольше выдерживало. Ну и снова в дорогу. Кто это живет? Так. Реально люди живут. Так, по такой дороге я уже еду, посмотрите на карту. Вот такая она вся, влево, вправо. Сейчас пропущу. Сзади немного машин собрал. Сейчас их пропущу, пускай проедут, а потом дальше поеду. Дорога просто ужас. Влево, вправо, влево, вправо. Это невозможно ехать по ней. Просто капец. Не разогнаться, еду 40 миль в час, 30 миль в час. И мне еще пилить, я как посмотрю сюда, мне аж плохо становится. Мне по такой дороге еще пилить. И еще в чем прикол. На часах не показывает СОС. Здесь СОС, нет ничего. Вы не поверите, я еще не выехал с зоны СОС. У меня сенсор крякнулся. Это уровень охлаждающей жидкости. Ой, не вибрируй, все будет ништяк. И пишет, что мотор будет заглушен через 40 секунд. Пошел смотреть, а жидкость вся на месте, все нормально. Сейчас придется вставить какую-то заглушку. Вот этот сенсор. Ставлю сейчас здесь заглушку. И еду дальше. Прикиньте, если кто-то не знал, бы вот так вот бы и остался тут. Потому что здесь СОС, никому не дозвониться. Одни горы. Повезло, что я немного разбираюсь в автомобилях. Я быстро поставил перемычку на сенсор. Автомобиль заработал, перестал глушить. А так 40 секунд автомобиль глохнет, у меня пропадают тормоза. Я выбрался из зоны СОС и поехал по ровной дороге.
что ж, я остался здесь, у нас снег все сильнее и сильнее пускается, буду стоять здесь ждать. До выгрузки у меня час 20-30, но одна единственная рестерия по дороге, я решил остановиться здесь, буду 2 дня теперь куковать здесь. Карапузик стоит, басточка тарахтит, а я с 4 утра уснуть не могу, что-то проснулся и все, и скучаю. Смотрите, что творится, снег пошел, а я думаю, выйду гляну, кто у меня там лазит по трейлеру или по траку, что меня шатает всего. А тут ветер бешеный просто. Ну, извините, парни, темно, ничего не видно. Вообще никого нету. Я один совсем здесь. Все меня покинули. Ничего, я уже завтра с утречка рано утром уеду. Прошелся я как к трассе. Трасса блестит, и снега тут до хрена. И как медленно ползет. И заезжает на рестерию. Значит, скользко. Сижу я тут уже, наверное, часик. Все грузовички не проезжают рестерию, все заезжают, паркуются, потому что скользко. Видите, какой снег идет. А еще видите вот этот трачок, который запущенный, он только что вернулся и сказал, там полная жопа, скользко. Он уехал, а потом вернулся. Он проехал, сделал круг и потом вернулся через, наверное, минут 20. Как-то так, стоим, ждем. Я решил все-таки выехать, но когда хоть немножко даю на газ, видите, моргает ТС, буксует. 20 миль в час, школьная зона, хоть лампочка не моргает, но меня устраивает, я готов ехать 20 миль в час. Снег не прекращается, на дороге практически никого нету. Еду 30 миль в час, 35, вот так вот где-то, но скользко, больше не хочу разгоняться. Тоже дорога уже здесь немножко лучше, мне это нравится. Потому что, видите, уже хотя бы немножко видно асфальт. Да, она скользкая. Если даю газу, она также буксует. Если притормаживаю, так же самое АБС срабатывает. Я пытаюсь ехать посередине дороги, потому что, если видно, моя сторона вот так вот уклон, и меня просто туда сложить может не фиг делать. А если еще и колея, бывает, едешь, ты даже когда сухая дорога, колея, и тебя прям так кидает по колее. То если здесь меня кинет по этой колее от асфальта, то я 100% уже не зацеплюсь. Я выбрался со снежного плена, тут уже намного меньше снега, уже расцветает, машины уже ездят. Иду искать офис, сейчас у меня должны снять 1, 2, 3, 4 вот эти палеты, теперь разгрузится трак, еще и сзади будет груз. Только на эти колеса немного давить будет. Это плохо, потому что у нас лед. Вот это все, это не черный асфальт, это лед. Я заперся, никого нету. Вот так вот здесь. А где все? Не знаю. Буду ходить сейчас, стучаться, искать. Ребятки, даже так бывает. Я приехал и говорю ему, вот я приехал, он говорит, окей, все, идем с документами. Он выходит, говорит, ой, а что это ты? Говорит, привез, нам такое не надо большое. Потом они звонят, куда-то разбираются. Я диспетчеру звоню, узнаю, он говорит, а правильно ты стоишь на этом адресе? Короче, он говорит, да, все правильно, разгружай, сейчас будем. Окей, иду с трапа снимать. Я как бомж, пацаны, заросший вообще, как собака, но доволен. Что ж, снежок не перестает идти, я разгрузился, остался в конце последний груз. Еду, выгружаю его и жду новую загрузку уже в сторону Сиэтла, ой, Спокена, домой. Ребятки, я снова на вейстейшене, меня снова остановили, снова проверяют, я не знаю, конечно, вроде бы ничего не нарушал. И здесь такой вейстейшен был, что не сработал мой припас, то есть вот эти лампочки у меня не моргали. Я заехал на него, и тут передо мной машина только отъехала с кармана, ну, думаю, никого не будет больше загонять. Он меня загоняет, у меня там, видите, лампочка светится. Когда едет трак, вот трак ползет сзади, сейчас он наезжает передними осями на веса, он пишет его 108 вес. И там лампочка светится, у меня засветилась красным, я остановился, он мне показывает, займите по левую линию, left line. Вот теперь стоим, ждем. Короче, что мы не делаем, уже на планшете я зашел в логбук, не получается зайти, и чтобы он записал себя, что он меня проверяет. Короче, жопа какая-то. Короче говоря, банда, я выехал, мне выписали первый violations, первый штраф, и написано штраф не на трак, не на фирму, а на водителя, из-за того, что он не смог предоставить мне типа документы. Как они здесь предоставляются? Он вводит свои данные, либо диктует их, и они ему отправляются туда. И он идет и проверяет мой логбук и так далее, оно как файлом ему все отправляет.
Он вводит свои данные, оно пишет что-то красным, то, что оно не может отправить документы, а в этом виноват я. Так это приложение тупит, а не я. Мы уже перезагружали приложение, перезагружали телефон, я уже заходил, выходил, логин и пароль менял. Ни хрена не помогло, поэтому я прилип на штраф. Ну, понятно, что мы его будем отбивать и отобьем, потому что, ну, моя тут вина в чем? И там написано, у него нету интернета, он не может передать мне файлы, а позвонить он может. У меня есть интернет, там видно, что есть интернет, все прогружается, но я не могу передать именно это. Как-то так, все, ребят, двигаюсь дальше в путь. В Портланд, и здесь, вы знаете, лес настолько весь грязный, мох, вот такие все веточки у него, поваленных очень много деревьев, и запах такой, знаете, не знаю, сырости, такого перегнившего дерева. И вот фирма, вот двери, все закрыто. Как бы я ни тарабанил, кому бы я ни звонил, все закрыто. Диспетчеру дозвониться не могу, он спит. Я должен работать. Ну, кто на что учился, так что... Главное быть упертым, потому что у меня все получилось. Вон загружает все, слава богу. Добегался, нашел я их. Сейчас буду кидать тарп. Вот как это все выглядит. Спереди кинул по 3, сзади кинул по 3, а здесь кинул по 2. Думаю, что так пойдет. Вот сзади тоже у меня 3. Это немного сместилось, но разницы нету. Хотя зато 3, видите, можно Марсельезу играть тут. Натягиваю хорошо всегда. Что ж, ребята, я почти закончил. Не тороплюсь, потому что мне еще час, типа, как бы нужно спать. Сейчас пройдет час, я нажимаю загрузка, жду 15-20 минут, потом нажимаю притрип и потом выезжаю в дорогу. Ну а подводя итоги, скажу, мне понравилось, потому что разные локации, разные траки видел, разные трейлеры видел, разные грузы видел, оверсайз, оверлоуд видел, но чаще всего они стоят днем, и оверлоуд, оверсайз, они ездят ночью, чтобы не так трафик задерживать. Но много было чего интересного. Интересные пикапы видел, интересные видел, что пикапы тащат, и трейлеры тянут, и трактора тянут, они такие же работяги, как и мы. И также я видел дома на колесах интересные, очень много интересного. Подводя итоги, скажу в конце, что сейчас я не работаю, но чуточку я скучаю за этим, хочется сесть. Хочется поехать в дорогу, но дорога тоже выматывает. Вы приезжаете, я помню, я приехал, просто прилег на кровать, думаю, на 2 минутки я уже не могу сидеть за рулем, я прилег, и я проснулся уже, когда мне сработал будильник утром. В следующем видео вы узнаете, перешел ли я на другую фирму, если перешел, то как я перешел. Ну, в принципе, я думаю, можно сказать, что да, это был мой последний рейс. Я не могу сказать за эту компанию, что она плохая, либо что-то с ней не так. Я был новичок, и 100% эта компания хорошая. Эта компания развивается, у них все хорошо. Я не буду говорить на эту компанию, что она плохая, платит мало. Просто все мы люди разные, все мы считаем по-разному. Каждого по-разному все устраивает. Поэтому следующее видео будет еще интереснее. Будет зима, я покажу, как я встревал, как цепи там одевать, нужно, не нужно, перевалы покажу, как снутри работает Amazon, заехать, выехать, что им нужно говорить и так далее. Но скажу честно, да, Amazon намного легче работа, там грузы, вы просто одеваете пломбу, бывает сами откусываете, бывает вам откусывает. Не так прозвучало. Так себе, конечно, аналогия, короче. Вы за груз не несете такой большой ответственности, вы его не крепите, там лежат какие-то коробки, бывает стоят телеги, в телегах коробки, то есть ничего сложного, ничего там такого не будет. А на этом все, что я могу сказать. За траком немножко скучаю, трак-драйверство было интересным, не сказать, что сильно сложным, но очень много стресса, потому что бывает разный груз, и ты боишься его перевернуть, боишься, чтобы не дотянуть, ты потеряешь груз, перетянуть, ты повредишь груз. И вот таких вот в балансе нужно постоянно работать. Ну, на этом все, ребят, спасибо за просмотр. Кому, кстати, интересно, можете зайти посмотреть видео про пожар, оно уже вышло, оно с правой стороны уже находится на экране. Видео, конечно, не особо позитивное, но если кому-то интересно, обязательно зайдите, посмотрите. Всем пока!